Внимание! Я покажу. Ой. Меня зовут Светлана, и я рада всех приветствовать на моем канале «Свет вышивки». На календаре 25 февраля 2023 года. Для тех, кто наблюдает за развитием на канве моей многоцветной вышивки, я представлю еженедельный отчет в первой части видео, сразу после анонса. Затем нас ждет морская, полная мистических явлений прогулка. Цикл передач, посвященных вечным скитальцам, продолжается. Среди моряков популярна легенда о летучем голландце, обреченным на вечное скитание по морским просторам за грехи своего капитана. Знатоки утверждают, что даже в полный штиль летучий голландец мчится под парусами на бешеной скорости. И встреча с экипажем призрачного корабля, состоящим сплошь из скелетов, опасна для жизни. В этом выпуске, друзья, также есть рассказ, объясняющий, почему судно называется «Летучий голландец». А также есть описание корабля-призрака, выживших после встречи с ним. А еще мы узнаем, чем закончилась встреча с морским призраком одного из представителей английской королевской семьи. Все это и многое другое во второй части выпуска, исторической. А сейчас нас ждет вышивка. Напомню, я вышиваю картину, ее первый урок великого итальянского художника Евгенио Эдуардо Дзампиги. Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Я вышиваю крестиком 2 сложения нити, ниточками ДМС на канве AIDI 18 каунта по электронному приложению Сага. Вот так, друзья, моя работа должна будет выглядеть в итоге. Но хочу напомнить, как работа выглядела на начало вышивальной недели. И вот таким образом, друзья, моя работа выглядит сегодня. Да, я рада представить вам одну из героинь картины, светловолосую девочку Лукрецию. Да, для знакомства с вами, друзья, я ее украсила бантиком. Ну, сейчас мы его уберем, чтобы вы могли увидеть, как действительно выглядит Лукреция. Переживала я за лицо, когда вышивала. Не хотелось бы мне, конечно, видеть смазанные черты лица, неприятные пятна или пиксельные переходы. Но, к счастью, в данном случае все выглядит понятно. Перед нами вышитое детское личико, вполне узнаваемое, кожный покров лица ровный, естественного цвета, светлые, с переливом от солнечных лучей волосы девочки аккуратно собраны в хвостик. Мне кажется, даже понятна каждая прядь волос. Угадывается, друзья, и настроение Лукреции. Девочка сосредоточила все свое внимание на рукоделии. Бабуля, на канве пока мы можем видеть только ее чепчик и почти полностью проявившуюся правую руку. С большой заботой, любовью и вниманием передает свои знания, опыт и умения внучке. Рука Мэгги, наша бабуля, тоже, на мой взгляд, хорошо проработана. Кисть руки, пальчики выглядят вполне натурально. Осталось, конечно, дождаться появления лица Мэгги. Тоже, знаете, не менее волнующая часть вышивки. Но надеюсь, что все будет хорошо. Особо, конечно, заморочиться пришлось с одеянием Лукреции. Клеточка, конечно, расцветка веселая, но вышивать ее то еще удовольствие. Умеренно красный цвет рукава Мэгги куда проще и быстрее в изготовлении. Но, друзья, чего только не выше для любимых героев. Однако случилось и недоразумение у меня крестиковое. Думала исправить по-быстрому, идти дальше, но
Нет, решила таки покажу все как есть. Вышиваю все крестики вроде бы в нужном месте, в цветовом созвучии. Я дирижирую ниточками, слежу, чтобы они выступали у меня слаженно, в одном, так сказать, мелодичном диапазоне. Дружно начали. И вдруг на фоне общей слаженной гармонии обнаруживается один и явно выбивающийся из общей канвы элемент. Вот он, друзья, зеленый вырви глаз цвета крестик. Среди крестиков абсолютно иного цветового решения. Конечно, он не особо бросается в глаза, но я его вижу. Возникает вопрос. Как же вы допустили? Я вышиваю, друзья, от меньшего количества крестиков одного символа к большему в выделенной области. В этот момент, как правило, что-нибудь слушаю. Вот и получается, что процесс идет автоматически. Таким образом и проскочил непонятный крестик. Ну, друзья, кажется, что он сам чувствует себя неловко и просится на выход. Я думаю, что это была волнующая и трудная миссия. Не так ли? Но я его выпарывать не буду. Я вышью сверху крестик одним из тех цветов, которые его окружают. Теперь по традиции для любителей математики осталось озвучить результат в цифрах. На сегодня мною вышито 23,52% картины. В крестиках это составляет 49 784. За прошедшую неделю мне удалось вышить 6136 крестиков. С ума сойти. Да, Правда? С ума сойти можно. можно. И до конца работы осталось всего лишь 161 816. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. А теперь предлагаю всех перейти ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в мистическое плавание. Летучий голландец и его двойники. Популярная среди моряков легенда о летучем голландце, обреченном на вечное скитание по морским просторам за грехи своего капитана, возникла на рубеже 15-16 веков. Знатоки морского фольклора утверждают, что даже в полный штиль летучий голландец мчится под парусами на бешеной скорости. И встреча с экипажем призрачного корабля, состоящим сплошь из скелетов, опасна для жизни. По голландской версии легенды о летучем голландце, капитан Ван Стратен был упрямым человеком, поклявшимся проплыть вдоль мыса Бурь, известного теперь как мыс Доброй Надежды. Корабль затонул, а судовая команда из мертвецов и мертвый капитан были обречены вечно странствовать по волнам вблизи злополучного места.
В германском варианте капитан фон Фалькенберг плавал в Северном море. Периодически его посещал дьявол, и капитан играл с ним в кости, ставя на кон свою душу. Капитан проиграл, и душа его превратилась в призрак, которому суждено носиться по волнам, не зная покоя. В варианте, опубликованном в 1821 году в одном английском журнале, корабль плыл вдоль мыса Доброй Надежды, когда начался шторм. Команда умоляла капитана изменить курс, чтобы укрыться в безопасной бухте. Но тот отказался и высмеял матросов за проявленную трусость. Шторм усиливался. Капитан, грозя кулаком, проклял Бога за ниспосланное испытание. Тут же на палубе появился призрак, но воинственный капитан приказал ему убраться прочь, грозя пристрелить. Видя, что гость не подчиняется, капитан выхватил револьвер и выстрелил в него. Но револьвер взорвался в его руке. Призрак проклял корабль и обрек его вечно носиться по волнам. Того, кто увидит обреченный корабль, ожидает беда. Существует и рассказ, объясняющий, почему судно называется «Летучий голландец». Его последним капитаном был голландский судовладелец Вандердеккер. Он относился к тому типу тиранов, которых моряки называли львами. Говорят, капитан запирал своих пассажиров в трюме, пока сам охотился за ураганами. Он встретил свою судьбу у мыса Доброй Надежды. Вандердеккер, возбужденный страхом команды, хохотал от удовольствия и вел корабль навстречу урагану. Когда он затолкал испуганных матросов в трюм, на палубе появилась призрачная фигура. Это мог быть только Адамастер, который, по легенде, появлялся на мысе в поисках человеческих душ. Многочисленные легенды описывают его огромным, бородатым и мрачным. Это он гнал смертельный шторм к мысу. Это он насылал на побережье зловещие облака, называемые дьявольским покрывалом. Узнав призрака, Вандердеккер закричал, что не позволит никому ослушаться. Адамастер заявил, что Вандердеккер обречен и будет плавать всегда, без отдыха и якорной стоянки. Он станет злом моря, и корабль его будет приносить несчастье всем, кто его увидит. В каждой из упомянутых легенд капитан проклятой шхуны носит разные имена. Одни его зовут Вандердеккером, другие Ван Стратеном, третьи просто Ваном. По всей вероятности, в основу легенды легла реальная история, произошедшая с одним из голландских мореплавателей в 1641 году. Торговое судно вознамерилось обогнуть мыс Доброй Надежды в поисках подходящего места для небольшого поселения, которое могло бы служить перевалочным пунктом для судов Остинской компании. Разыгрался шторм, но капитан решил добраться до цели, чего бы ему это ни стоило. История закончилась плачевно. Согласно одной из легенд, возникших позже, этот упрямый капитан так хотел попасть на восточную сторону мыса, что воскликнул: «Я попаду туда, даже если это будет длиться до самого конца света». Вот дьявол и выполнил его желание. И с тех пор корабль носится по волнам неподалеку от современного Кейптауна. Но есть другой, гораздо более реальный претендент на звание подлинного летучего голландца. В 1770 году на одном из кораблей вспыхнула эпидемия неизвестной болезни.
Находясь вблизи Мальты, моряки попросили убежище в местном порту. Власти отказали из соображений безопасности. Подобным же образом поступили порты Италии и Великобритании, обрекая обитателей корабля на медленное умирание. В конце концов, судно действительно превратилось в плавающий остров с грудой скелетов на борту. Итак, в течение нескольких столетий бытует легенда о летучем голландце. Небеса не спешат даровать проклятому капитану прощение. По преданию, его может спасти только любовь женщины, верующей в Бога. Да вот только откуда ей взяться посреди океана? С тех пор летучий голландец бороздит морские просторы, сея смерть и разрушение. Как гласит поверье, призрак летучего голландца предвещает ведь верную гибель для всего корабля или части экипажа. Именно поэтому моряки боялись его как огня, суеверно прибивая к мачтам лошадиные подковы. У того, кто видел корабль-призрак, кровь стыла в жилах. Выжившие рассказывали, что это даже не корабль, это только остов корабля. Он весь светится, как адское пламя, сломаны мачты, перепутаны канаты, но наполнены ветром рваные паруса. И не матросы сгрудились на его палубе, призраки. А на носу корабля стоит проклятый капитан. Ветер развивает дырявый плащ за его спиной. Наружность самого капитана описывают так. Просторный коричневый кафтан, кортик болтается на поясе, шляпы нет, седые космы стоят над лысиной торчком. Голос у него зычный, разносится далеко над морем. Слышно, как он подгоняет своих матросов, грозится намотать их кишки на брашпиль, обзывает костлявыми лодырями и тухлой рыбьей снедью. Интересно, что с летучим голландцем встретился один из представителей английской королевской семьи. 11 июля 1881 года британский корабль, на борту которого в качестве курсанта гардемарина находился юный принц, встретил этот корабль-призрак. Однако волею судеб принцу было суждено прожить еще долгие лета и стать королем Георгом V. А вот матрос, бывший в тот роковой день в дозоре, в скорости свалился с мачты и расшибся насмерть. Но самое потрясающее во всей этой истории состоит в том, что легендарный корабль встречали даже в XX веке. Так, в марте 1939 года его наблюдало множество южноафриканцев, находившихся на пляже. Это событие задокументировано, так как в тот день о нем писали все газеты. Аналогичная история произошла с одной из немецких подводных лодок во время Второй мировой войны. В 60-е годы прошлого века ученые попытались привлечь последние научные данные для объяснения феномена летучего голландца. Было высказано предположение, что это мираж, возникающий в преддверии бури в результате особого рода атмосферных катаклизмов. А вот как описывает последствия встречи с морским призраком французский писатель Савиньи. Огибая мыс Горн, клиппер встретил летучего голландца, и всех находившихся на борту охватил ужас. Несколько дней спустя 5 матросов были смыты волной, 6-й упал с мачты и разбился. Капитан покончил с собой. А когда корабль прибыл в порт Ховард, что на Тасмании, желтая лихорадка унесла 3
четверти оставшегося экипажа. С точки зрения здравомыслящего человека, описанный Савиньи эпизод с клипером можно объяснить и без привлечения потусторонних сил. Можно, но нужно ли? Даже самые яркие приверженцы легенды о летучем голландце не сомневаются, что это всего лишь легенда. Они верят в другое, в то, что в бескрайних океанских просторах существует нечто неподвластное и враждебное человеческому разуму, способное считывать мысли и трансформироваться в ту форму, которую ему придают на тот момент очевидцы, например, в летучего голландца. В наши дни летучими голландцами называют корабли, оставленные своим экипажем. Никем не управляемые, без опознавательных огней, носятся они по волнам и представляют собой смертельную опасность для других судов в туман или бурю. Так, в октябре 1913 года с западного побережья Огненной земли в океане было замечено шедшее под всеми парусами английское судно. На его борту с трудом можно было разобрать название «Мальборо». Сотрудники местной администрации, покопавшись в архивах, обнаружили, что парусник «Мальборо» исчез во время плавания из Новой Зеландии в Англию 23 года назад. Очевидцы, которые первыми поднялись на борт «Мальборо», были потрясены увиденным. Экипаж судна находился на своих местах, но что это был за экипаж? Кругом стояли скелеты в остатках морской формы. За штурвалом, в кают-компании, кубрике. Каким образом настигла их смерть? Что они увидели? Судовой журнал не смог пролить свет на причину трагедии. Он был настолько испорчен плесенью, что ни одну запись в нем прочитать так и не удалось. 35 лет спустя трагедия повторилась у берегов Новой Зеландии. 8 февраля 1948 года голландский пароход «Уран и Медан» стал подавать сигналы бедствия. Радист молил о помощи. Погибли все офицеры и капитан. В живых остался я один. Последняя фраза была «Я умираю». Спасатели, поднявшиеся через несколько часов на борт парохода, обнаружили мертвого капитана на мостике, офицеров в рулевой и штурманской рубках, матросов в кают-компании. Несмотря на отсутствие на трубах каких-либо ран, мертвецу объединяло общее выражение неописуемого ужаса на лицах. Последующее вскрытие показало, что все члены экипажа умерли от внезапной остановки сердца. Возможно, это был страх, вызванный видением корабля-призрака. Скорее, еще одно проявление мистического нечто, что подпитывается за счет человеческой энергии. Встретиться с ним можно, вернуться живым никогда. Иногда происходят и поистине мистические встречи. Например, корабль неожиданно встречает летучий голландец. От корабля-призрака отчаливает шлюпка со скелетами на веслах. Подходит к несчастному кораблю, и на его борт летит мешок с письмами. Отказаться нельзя, это равнозначно смерти. Как только почту приняли, корабль-призрак исчезает. Каждый раз в мешке оказываются письма с адресами, написанными в соответствии со старой орфографией. Чернила выцвели. Конечно, письма приходят с большим опозданием и не находят адресатов.
Жены, невесты и матери моряков, обреченных за грехи своего капитана скитаться по свету, давным-давно умерли, и даже след их могил потерян. Но письма приходят и приходят. Вот и совсем недавнее сообщение на эту тему. В августе 1997 года угольный магнат Дональд Дьюкс из Нью-Мексико вместе с женой Сьюзен и дочерью Маргарет путешествовал на собственной яхте в районе Карибского моря. 28 августа яхта находилась в 110 километрах к северу от острова Сан-Сальвадор, входящего в архипелаг Багамских островов. Погода была прекрасной, но вдруг неожиданно на голубом небе вспыхнула яркая молния, прогремел гром, задул штормовой ветер, который сделал начиненную сверхсовременным оборудованием яхту неуправляемой. С невероятной скоростью ее гнало по волнам, и вдруг ураган мгновенно стих. Море опять было спокойным, а небо снова безоблачным. Тут-то вахтенный матрос крикнул, что прямо на яхту движется корабль под парусами. Такие корабли не строили уже по меньшей мере 400 лет. Между тем парусник на полном ходу мчался прямо на яхту. Уже можно было разглядеть людей, столпившихся на его палубе и облаченных в странные одежды. Те люди тоже, казалось, были в полном недоумении, глядя на яхту американца. Но вдруг между кораблями завихрился тонкий водяной столб, и странный парусник исчез, буквально растворился в воздухе. Все были потрясены происшедшим. Тогда один из матросов, Генри Хор, который интересовался всякими паранормальными явлениями и обладал достаточными знаниями в этой области, предположил, что, вероятно, неизвестный корабль появился из другого временного измерения. Туда же он и вернулся, когда исчез. Это мнение поддержал позднее и известный американский физик Фрэнсис Олберт. Он полагает, что этот случай ярко подтверждает известную теорию относительности Эйнштейна, согласно которой существуют другие миры, отличные по времени от нашего. Именно туда и попадают изредка люди и различные объекты. Но невозможно понять, какая сила управляет кораблем-призраком. Что заставляет его лететь под парусами, часто вовсе не имея команды. Так ранним солнечным утром 1850 года судно «Морская птица» появилось у побережья американского штата Род-Айленд, близ города Ньюпорт. Собравшиеся на берегу люди видели, что корабль идет под всеми парусами к рифам. Когда до рифов оставалось несколько метров, огромная волна подняла парусник и аккуратно перенесла его над рифами на сушу. Добравшиеся до судна жители поселка были поражены. На судне не было ни одной живой души. На плите в камбузе кипел чайник, в кубрике стоял табачный дым, на столе были расставлены тарелки. Навигационные приборы, карты, лоции, судовые документы – все было на месте. Из судового журнала стало известно, что парусник шел из Гондураса в Ньюпорт с грузом кофе. Командовал кораблем капитан Джон Даррем. Последняя запись в вахтенном журнале сообщала: вышли на траверс рифа Брентон. Этот риф находится всего лишь в нескольких милях от Ньюпорта. Рыбаки, вернувшиеся в тот день после промысла, рассказали, что рано утром они видели парусник в море, и капитан их приветствовал.
Самое тщательное расследование, проведенное полицией, не объяснило, почему и куда пропали люди. Некоторые специалисты полагают, что одним из объяснений исчезновения команды в ряде случаев может быть внезапно вспыхнувшая эпидемия. Другое объяснение – инфразвук. Он возникает при штормах и сильных ветрах. При скорости ветра 20 метров в секунду мощность голоса моря достигает 3 Вт с каждого метра водной поверхности. Сравнительно небольшой шторм генерирует инфразвук мощностью в десятки киловатт в диапазоне 6 Гц, результатом воздействия которого на организм могут стать временная слепота, ощущение тревоги, нередкие приступы безумия. При таких приступах люди выбрасываются за борт или превращаются в убийц, после чего и сами сводят счеты с жизнью. Если частота излучения составляет 7 Гц, смерть экипажа наступает почти мгновенно, так как сердце не в силах выдержать такую нагрузку. В сентябре 1894 года в Индийском океане с борта парохода «Пикубин» заметили трехмачтовый парусник ABS Харт. На его мачте развивался сигнал бедствия. Когда моряки высадились на палубе, они увидели, что все 38 человек экипажа мертвы, а капитан сошел с ума. Лица мертвых, те, что еще были не так сильно поражены тлением, искажены ужасом. Однако есть случаи, перед которыми пасует разум. Мистика, да и только. Люди подвержены болезням, это верно, но ведь и корабли дряхлеют и не могут существовать без каждодневного ухода. Ежегодно в мировом океане исчезают десятки судов. Это не только хрупкие ялики и шлюпки, элегантные яхты и прогулочные катера. Среди без вести пропавших есть и пассажирские лайнеры и сухогрузы. Что случилось? Куда они подевались? Любой моряк вам ответит, что все тут очень просто. Они повстречались с летучим голландцем. А природа корабля-призрака и по сей день остается для нас тайной. Кто знает, быть может, ему суждено еще раз напомнить о себе. А может быть, летучий голландец всего лишь миф? Как думаете, друзья? Пишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была вам интересна. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр, а на сегодня все. Пока-пока.